Критическое время для Путина, срок для главных пропагандистов Кремля и план Лукашенко. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Симонян вновь обещает захватить Киев, а Соловьева хотят отправить за решетку. Будет повешен, и повешен раньше, чем, например, Сергей Шойгу. Не боевые комары, а радиоактивные кабаны. Российский сенатор рассказал о том, как живет Европа и какой будет война между РФ и НАТО. Вы знаете, что сейчас по Европе бегают радиоактивные кабаны? Напряжение на польско-белорусской границе. Каков план Лукашенко? Он добивается того, чтобы поляки начали негативно относиться к белорусам. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начнем. Планы Путина, судя по всему, провалились. Попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Харьковской области для того, чтобы создать буферную зону вдоль границы, зашла в тупик. Об обстановке там пишет Bloomberg. Авторы издания сообщают о том, что преимущество армии Кремля начинает ослабевать после определенных успехов на украинской линии фронта. Кроме того, в материале говорится, что после того, как Киев вновь начал получать западное оружие, окно для прорыва России стало сужаться. Это была цитата. Bloomberg также пишет о незначительном продвижении россиян в Донецкой области после взятия Авдеевки. Кроме того, издание цитирует руководителя Московского центра анализа стратегии и технологий Руслана Пухова, который об обстановке на фронте сказал следующее. Российская стратегия истощения сил Украины является очень дорогой и кровавой для самой российской армии. Она может привести к чрезмерному истощению сил с российской стороны, что в свою очередь дает украинцам шанс на контрнаступление. В то же время военный обозреватель Бильд Юлиан Рёбке анализирует ситуацию в Волчанске, Харьковской области, который частично занят российскими войсками. По его данным, ВСУ уже успешно контратакуют. Украинские войска отвоевывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отходить и атаковать потерянные районы авиацией, ракетами и артиллерией. В России заявили о том, что по Европе бегают радиоактивные кабаны. Автором очередного мема стал российский сенатор-пропагандист Алексей Пушков. О зараженных радиациях животных он сказал в контексте ядерной войны. Говорит, что такая война произойдет, если на поле битвы сойдутся РФ и НАТО. По версии Пушкова, в такой войне не может быть ничьей, и именно поэтому одна из сторон якобы применит ядерное оружие. Она будет испытывать колоссальные искушения применить ядерное оружие. И, кстати, об этом говорил Киссинджер. Он говорил, что главная ответственность президентов Соединенных Штатов и России состоит в том, чтобы предотвратить ядерную войну. Потому что если она будет, тогда вообще говорить о полицентричности и нормах будущего мира уже мы не будем. Уже возникнут совершенно другие проблемы. Возникнут проблемы... Будем говорить о разнообразии поражающих факторов ядерного Совершенно взрыва. верно, понимаете, о радиоактивном заражении. Вы знаете, что сейчас по Европе бегают радиоактивные кабаны? Интересно, но другие российские пропагандисты и чиновники, например, тот же Лавров, уже давно воюют с НАТО. Пушков же так пока не считает. Тем временем пропагандистка Симонян вновь собирается захватывать Киев. В своих соцсетях она опубликовала скриншот повестки, которая выписана на ее имя Службой безопасности Украины, с требованием явиться в указанное место и время. В частности, Симонян ждут в Украине, в Киеве на Владимирской 33. Там находится Центральное управление СБУ. Пропагандистка пообещала приехать, заявив, что это произойдет после оккупации Киева. Но я напомню, любительница бобров Маргарита собиралась захватить Украину еще в 2022 году, всего за 48 часов. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, Украина. Кстати, Международная федерация за права человека и ее партнеры направили обращение в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Просят выдать ордеры на арест Симонян и еще нескольких пропагандистов Кремля. Речь идет также о Киселеве, Сергее Мардане, Медведеве и о Соловьеве. Безусловно, Владимир Соловьев, мой бывший сосед по дому 24 на улице Кутузовский проспект, что в городе Москва, будет повешен, и повешен раньше, чем, например, Сергей Шойгу. Это мое глубокое убеждение. Я думаю, что это будет сделано не
Международным уголовным судом в Гааге. Я думаю, что это будет, конечно, специальный трибунал, поскольку американцы не согласятся на Гаагский суд, они создадут спецтрибунал по России по преступлениям, совершенным в Украине. И этот приговор, безусловно, будет вынесен и, соответственно, по делу, поскольку если начинать разбираться серьезно, то, в общем-то, для меня, даже не будучи юристом, очевидно и понятно, что ни один самый кровожадный, умеющий убивать министр обороны не смог бы нанести столько вреда ни в чем не виноватой стране, если бы вот эти подонки во главе с Соловьевым, который задал планку вот этой мерзости, и который своим всем остальным коллегам, вот в том числе Марго, которую тоже хорошо знаю, и работали когда-то вместе, он вот им пояснил, что теперь вот так можно. В ЕС выбирают новый состав Европейского законодательного органа. С 6 по 9 июня проходят уже 10-е по счету выборы в Европарламент. Жители ряда стран уже отдали свои голоса. В воскресенье голосование пройдет в 20 странах. Накануне же этот процесс был уже завершен на Мальте, в Словакии, Чехии, Ирландии, в Нидерландах и Латвии. Эти выборы в Европейский парламент важны сейчас прежде всего потому, что в Европе все еще идет война. Следующему Европейскому парламенту предстоит многое сделать для укрепления европейской обороны и внешних границ Европы. Мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу. В Варшаве говорят о том, что за 2 дня были пересечены 400 попыток незаконного пересечения границ с территории Беларуси. В субботу, 8 июня, на границе побывал глава нацпрокуратуры Польши. Тем временем журналисты Рейтер опубликовали материал с польско-белорусской границы и взяли интервью у мигрантов, которым удалось перелезть через ограждение на границе. Они заявляют, что бегут с Ближнего Востока. На границу с Польшей попадают через Москву, откуда отправляются в Беларусь, чтобы приблизиться к границе с ЕС. И в Российской Федерации, и в Беларуси, кстати, не задерживаются. В то же время обвиняют лукашенковских пограничников в издевательствах, но подтверждений, конечно же, никаких. Нас поймали белорусы, и белорусы так сильно били нас, они были агрессивны по отношению к нам. Они позволяли собаке мочиться на нас много раз. После этого они сказали: идите. Потом мы сидели в лесу почти 20 дней или 22 дня. У нас не было ни еды, ни воды. Мы голодали и умирали. В последний раз, когда мы пересекли польскую границу, мы перепрыгнули. У нас была деревянная лестница. Мы поставили ее и перепрыгнули. Напомню, миграционный кризис на границе с ЕС и Беларусью начался еще в мае 2021 года. На днях мигранты с белорусской стороны ранили польского солдата, в частности, атаковали его самодельным копьем. Спустя неделю военнослужащий от полученных травм умер в больнице. Что добивается Лукашенко? Он добивается того, чтобы поляки начали негативно относиться к белорусам, чтобы поляки воспринимали белорусов как противников. И этого допустить нельзя, потому что наша история взаимоотношений белорусов и поляков очень богатая. И богата она как раз таки своим достоянием того, как мы вместе жили, сотрудничали. И тем, что никогда между поляками и белорусами не было военных конфликтов. И нельзя допустить, чтобы подобная ситуация возникла между белорусами и поляками. Ведет ли сегодня Беларусь войну против Польши? Нет. Ведет ли белорусский народ войну против польского народа? Нет. Войну ведет режим Лукашенко. Именно он, персональный диктатор, и его подчиненные ответственны за ту гибридную и во многом реальную войну, которую ведет он в отношении Польши и других соседних государств. Израильской армии удалось освободить из плена террористов Хамас 4 заложников. Спецоперация прошла 8 июня в субботу. Известно, что среди спасенных молодые люди в возрасте от 21 года до 40 лет. В частности, 3 мужчин и 1 девушка. Все они были похищены еще 7 октября во время атаки хамасовцев на музыкальный фестиваль. Освобожденные были отправлены на обследование в больницу. Местные жители встречали транспорт с уже бывшими заложниками аплодисментами.
Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо», отправляйте донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.